Здравствуйте. Сегодня посмотрим пару позиций, которые встретились в тренировочном процессе. Они все достаточно простенькие. И может даже во многих позициях было второе, третье решение. Где-то третье решение. Ну, так или иначе, позиция я считаю интересной. Вот они встретились на тренировках. В этой позиции ход белых. Я вам даю маленькую паузу. И как бы вы сыграли. Ну, заранее хочу сказать, что позиция, наверное, много решений, потому что, конечно, очень сильно, серьезно стоит шашка c5. Ну, давайте приступим к решению. Ну, вот g4, мое такое авторское решение. gf6, ну, понятно, bc7. bc7 здесь нельзя постоянно из-за вот этого хода. А на gf6... у меня вот такой вот вариант cd2, и я сейчас покажу, в чем заключается идея. То есть наиболее логичный ход hg5 и вот именно ef2. То есть нельзя ходить bc7, как всегда, из-за вот этой вот идеи, то есть из любков. И на gf4 fe3. Ну, вот такой чуть-чуть нелогичный ход, как мне кажется, ef2, хотя, ну, вот, его хочется делать, в принципе. Ну, вот такая вот позиция. Давайте следующую позицию будем смотреть. Ну, вот, она не чистая, совершенно не чистая позиция. Я смотрел партию, одну из партий, и хотел как-то обострить борьбу за белых. И вот получилась такая позиция. Ну, конечно, она не проходила, к сожалению, ход белых. Идея была простая. d3, bc7, бой и cd6. Ну, идея на такой ход, естественно, пойти так, либо на c... Куда тут ходить? На cb4 тоже пойти аналогичным образом. fg5. Ну вот здесь идея, в принципе, понятно, что опровергается простым таким и очень эффективным ходом hg7. Естественно, позиция ничейная. Надо бить сюда и вот это вот. Можно сюда, то есть, ну, наверное, да, может на c1, в принципе. Можно, наверное, на e1 даже как-то пойти. Тоже ничейная позиция. Далее. Давайте вот здесь подумаем, как ходить белым. Ну, тоже позиция очень простенькая, естественно. Она тоже встретилась в партии. ef4. Естественно, нельзя вот этого хода делать. Из-за вот этой идеи. И на cd4, ab4. Так, давайте. cd4, ab4, ну, с последующей вот этой вот идеей, естественно. Вот такие простенькие идеи. Сегодня совсем простенькие идеи. Здесь ход белых. Ну, здесь стандартная, конечно. Идея совершенно стандартная. И она совершенно простая. fe5. То есть нельзя делать хода. Кстати, здесь еще ход, давайте посмотрим, потом интересно, не совсем все просто, наверное, будет сюда из-за вот этой вот идеи. То есть, ну, это все стандартно. И на fe7 вот это вот стандартная идея. Можно вот таким образом ba7 сходить. Ну, там, может, какие-то другие варианты были. ba7, ну и вот, допустим, fg3 напасть. Так, куда здесь? На h2. Ну, надо черным шашки, естественно, отдавать. Так, давайте кое-что посмотрим. Так, ba7. Вот интересный ход, кстати, наверное, ba7. Да, вот здесь вот какие-то интересные, наверное, позиции возникают. Кстати, да. Вот. Да, вот здесь, вот, наверное, более такая интересная игра возникает.
Хотя d6. Ну да, плохая, конечно, позиция проиграна. Я тоже что-то как-то увлекся. Ну, конечно, совсем плохо все. Так, давайте дальше посмотрим. Ну вот, позиция достаточно интересная, ход черных. То есть она такая, возникает позиция из правил дебютов. Можно, я помню, вот мы с дебюта с кого-то получили, но и ни из одного дебюта вот что-то похожее возникает. Поэтому позиция иногда вот такого типа бывает полезной. Поэтому ход черных как бы вы пошли. То есть я тоже паузу маленькую делаю. Ну, естественно, ед6. То есть идея на вот этот ход провести комбинацию. Вот у меня компьютер показывает на АБ4. То есть здесь есть какая-то комбинация. Ну вот они непонятно, проходят эти комбинации или не проходят, кстати. Надо было бы посмотреть, вот проходит оно что-то или нет. Я даже не внедрялся, если честно. Потому что здесь, если проводить вот эту комбинацию, то будет ловля. Вот таким образом. Ну, давайте посмотрим. Да, я как-то этот ход сразу не смотрел даже. Так, допустим, ну, FG, наверное, FG3. Давайте FG3 посмотрим. То есть нападать нельзя. То есть куда-то здесь ходить тоже нельзя. Ход BA3 и вот GH2. Так, ну, интересная, кстати, позиция, наверное, возникает. Может не все так просто. Ну, давайте это проанализируйте. Позицию я уже не буду анализировать. Интересная, кстати, позиция здесь получается. Может, что-то и не то я тут анализировал, но идея основная у меня не это, конечно, была. Основная идея на ед6 была cd4, de5, и вот если ходить на bc3, естественно, ход cd6. Ну, каким образом? То есть, если ходить сюда, то fg3, естественно, будет. Ну, а по других ходов сильно и не видно. Ну, есть ход, конечно, с жертвой dc5. Ну, вот, это, конечно, без шашки, но надо смотреть, может, там позицию. Но главное, что вот идея, такая идея была, и dc5, ход, cb6. Ну, вот такие вот позиции здесь с лишней шашкой. Там смотрите все, анализируйте, естественно. Может, что-то не выиграет, может, что-то нечистое. Но вот позиции такие. Дальше. Вот интересная позиция достаточно. Ход черных. И где-то, конечно, если играть в блиц, можно, наверное, ошибиться. Не все так, не то, что просто, не просто, но получается в связке вот эта А7 шашка мешает. То есть здесь 4 получается шашки связывают 3 шашки. И здесь большие проблемы именно у черных. Поэтому здесь такой вот ход, естественно, на этот ход. Вот такой ход будет. То есть побьем сюда. Так, что тут другое? Давайте посмотрим, что тут может быть другое. В принципе, ну, отдача это не срабатывает, конечно. То есть из-за вот этой вот идеи. Так, ну и основная мысль, наверное. Хотя она, может, основная-то основная, но непонятно. Так, сюда вот, допустим, надо нападать, отдали. И fe7 с лишней шашкой. Ну, вот такая вот позиция получается. Далее. Ну, вот позиция получилась, наверное, все-таки из жертвы Кукуева она получилась. И вот здесь вот надо тоже посчитать, как выиграть за черных. Чуть-чуть вот давал эту позицию тоже
То есть спортсмены путаются, куда ходить. И если блиц, наверное, если не знать позиции вот этой, возможно, что в блиц сразу и не найдешь решения. Так, я хожу, у меня мое решение это d8 на c7, gh и ab6. То есть здесь, что здесь, может здесь какие-то, кстати, есть какие-то нюансы, но вот мое решение fg5 и вот перебились и побили на d4. Естественно, позиция выиграна, получается. Так, вот это моя идея в этой позиции. И вот очень красивая, кстати, позиция получается. Она из дебюта. Не помню какого, но из дебюта эта позиция. Здесь, ну, я вам даю паузу. И здесь ходим dc3 бой. gf4, ну, dc5 надо, естественно, надо. И тогда стандартная идея. Вот cd4, cb и вот такая комбинация. И именно бьем сюда, и вот такой выигрыш получается. Так, давайте следующую позицию. Ну, здесь она слишком простая, ход белых, то есть идея, какая вот здесь идея за белых. Естественно, ef2 и вот будет вот этот удар. Размен, можно сказать, но с рожном. Далее. Так, ну далее вот это не буду показывать. И, наверное, так, сейчас посмотрим. Да, вот это вот последняя позиция, потому что есть еще одна позиция, но она там не совсем решается. Я сейчас начал проверять, и не решается. Вот в этой позиции как бы вы походили, тоже она совсем простенькая, эта позиция. Ход белых. Я делаю маленькую паузу. cb2. О, нет. Вот, это позиция, которая у меня не решается, кстати. Перелистнул на позицию, которая у меня не решается. Я вам, кстати, наверное, ее сейчас покажу. В принципе, ту позицию. Но вроде бы решения нету. Вот, ef6, fg3, естественно. Какой тут другой ход? На ba7. Тактика стандартная. Так вот, и где еще? Какой еще ход? Основная идея, это, конечно, что нету вот этого хода из-за такой простой тактики. Ну, вот все позиции, в принципе, достаточно простые были. Ну, давайте я вам дальше тут покажу. Я тоже думал, что, честно говоря, выиграешь в этой позиции. Но вот не вижу. Может, кто-то найдет и укажет в комментариях. fe3, gh. Ну, мое авторское решение вообще было на g1, вот насколько я помню, когда я смотрел эту позицию. И вот именно gh6. gh6 плохой ход, надо g3 делать. И вот здесь вот ничего не вижу, к сожалению. А вот на gh6, ну вот можно было, кстати, с этой, да, позиции. Эту позицию можно было вам давать. То есть посмотреть на d4. И если на b4 отдавать, то hg7 и ef4. Ну, естественно, ставить нельзя. Ни туда, ни туда ставить нельзя. Так, давайте еще что-нибудь в этой позиции. Идея, конечно, здесь бьем на b2, то есть идея такая вот, на сюда, на d4, потом ловим, получается. А на вот этот вот ход ходим так, естественно, тоже выиграем. Ну вот, наверное, надо было вот с этого момента, вот именно когда на h6, да, не давать, то есть вот когда на h6 ходит, вот здесь вот надо было с этого момента вам дать позицию, естественно. Ну и кто вот будет ученикам ставить, то можно с этого момента дать поставить. Итак, жду ваших, в принципе, там комментариев, может, дополнительных решений. Я там думаю, кое-где что-то есть, где-то у меня есть ошибки. Поэтому жду ваших комментариев. Итак, до новых встреч. Сегодня я показал, напомню, то, что у меня там было вот по ходу, анализировали какие-то партии, по ходу в тренировочном процессе что-то было. Ну вот,
Что вышло, то вышло. До новых встреч.